На просторах социальных сетей каждый третий видел такие видео. Возможно, приходила мысль создавать подобное и начать зарабатывать на вертикальном контенте. Ведь речь идет о больших суммах. Создатели этих видео зарабатывают десятки тысяч долларов. Здесь используется модель монетизации партнерскими программами. А если вы устанете от этой деятельности, можно просто перепродать аккаунт. Но как же создавать такой контент с красивой озвучкой и качественным визуалом? Небольшой спойлер. Я вам сегодня продемонстрирую весь цикл от поиска ниши до конечного результата. Дам то, что от вас скрывают создатели такого контента. И если полученные знания вы будете применять в практике, через месяц вы выйдете на стабильно растущий доход. Самым основным инструментом, которым мы будем пользоваться, это Eleven Labs. Eleven Labs — это программное обеспечение для синтеза речи и преобразования текста в речь с использованием искусственного интеллекта. Для того, чтобы воспользоваться всем функционалом данного сервиса, вам нужно будет для начала зарегистрироваться, далее перейти в подписки. Здесь вам нужно будет приобрести желаемый тарифный план. Я рекомендую начинать с тарифного плана стартер. Вы также можете бесплатно тестировать данный сервис, но он будет вас ограничивать функционалом, который мы будем демонстрировать в данном видео. Рабочий интерфейс данного сервиса достаточно простой. Мы будем с вами здесь работать всего лишь с несколькими функциями. При переходе на основную страницу у нас появляется возможность преобразования текста в голос. Именно с данным функционалом мы с вами будем знакомиться, когда уже определимся с нишей, и у нас будет готовый текст, который мы будем преобразовывать в тот или иной голос. Далее у нас идут проекты. Здесь хранятся все ваши проекты, которые вы создавали в рамках данного сервиса. Следующая функция — это является даббинг, то есть перевод любого видео с одного языка на другой. Но здесь нужно быть внимательным, потому что 2000 кредитов будет использоваться всего лишь для перевода одноминутного видео. А если мы будем учитывать нашу подписку, которая дает нам 30 тысяч кредитов, именно данная функция будет полностью израсходовать весь наш тарифный план, всего лишь если мы переведем 3 видео. Данную функцию я рекомендую авторам, которые уже состоялись на YouTube или в другой социальной сети и хотят просто масштабироваться. Да, в этом случае у них уже есть бюджет, и они могут спокойно пользоваться самым высшим тарифным планом. Далее у нас идет Voice Lab. Это основная функция, которой мы будем пользоваться в сегодняшнем видео. При нажатии на данный плюсик у нас появляется еще несколько функций, которыми мы можем управлять. То есть мы можем создать просто любой голос, заполняя данный промпт. То есть это голос уже будет генерировать сам искусственный интеллект на основе того, что мы здесь напишем. Далее мы с вами также можем клонировать любой желаемый голос. Именно этой функцией в данном видео мы будем с вами пользоваться. Также у нас есть возможность перейти в список голосов, который уже включен в данном сервисе. И есть еще возможность профессионально на все 100% клонировать любой голос. Соответственно, данная функция доступна уже в тарифном плане Creator. Далее мы с вами переходим в список голосов. Если вы не желаете клонировать любой другой голос, соответственно, здесь вы можете в списке найти тот голос, который вам по душе и который подходит под ваш контент. Я этим не буду пользоваться, потому что самое основное для меня — это копировать уже то, что работает, и то, что будет приносить больше всего трафика для того, чтобы я мог зарабатывать деньги. И в этом видео вы это все увидите. Далее у нас здесь идет история, и здесь вся история нашего создания. Вот как вы видите, я здесь тестировал один голос, и определенное количество кредитов я уже потратил всего лишь на то, чтобы точь-в-точь скопировать один голос, и в итоге у меня это удалось. После того, как мы с вами уже понимаем, каким образом мы будем генерировать контент, какой инструмент мы будем для этого использовать, остается выбрать нишу. На самом деле нишу нужно выбрать сразу же, потому что с выбора ниш зависит ваш будущий заработок. Именно каким образом вы будете генерировать трафик, каким образом вы будете этот трафик переливать, каким образом вы будете этот трафик монетизировать. То есть основой всего этого является ниша. И для поиска ниши я вам рекомендую обратиться в YouTube Shorts, в TikTok, в Instagram Reels. То есть вы можете просто листать ленту и смотреть, у каких видеороликов больше всего просмотра и какие видеоролики можно просто повторить. Соответственно, не только просто повторить, самое главное, чтобы это вам приносило удовольствие и в будущем деньги. И самая основная рекомендация: данный контент и данная ниша должна подходить для перелива трафика в Telegram-каналы. Соответственно, весь процесс монетизации у вас уже будет на платформе Telegram. К примеру,
примеру, вы создаете видеоконтент исторических фактов, переливаете трафик в Telegram, и уже в Телеграме вы этот канал монетизируете партнерскими программами, рекламой, и также вы можете просто создавать такие Telegram-каналы для перепродажи. То есть вы создаете TikTok аккаунт, Instagram аккаунт, YouTube Shorts, туда заливаете контент, из этих 3 социальных сетей вы переливаете трафик в Telegram и уже продаете готовый такой Telegram аккаунт или просто самостоятельно монетизируете партнерскими программами. Для идеи я вам продемонстрирую автора из Instagram, это Иосиф Гасанов, он свадебный фотограф и видеограф, соответственно здесь можно посмотреть его видеоролики, которые он снимает, и есть видеоролики, которые очень крутым голосом озвучиваются, вы можете перейти и найти вот это вот видео, которое озвучивается голосом, таким вот настолько приятным голосом, и настолько красивые цитаты здесь говорят, что такие видео имеют потенциал вируситься не только в Инстаграме, но и в Ютубе, и в ТикТоке. То есть мы создаем одно видео, и это видео дублируем в 3 или же в 4 социальных сетях, можно также и Pinterest подключить к этому делу, соответственно все это у вас будет одним большим бункером переливаться в ТикТок. И именно сегодня я вам продемонстрирую, как же вот это вот видео пересоздать и подобные видео создавать в неограниченном количестве, используя Eleven Labs, потому что Eleven Labs дает нам такую возможность. Давайте начнем. Я вам буду демонстрировать все по порядку, для того, чтобы у вас сформировалась последовательность действий, а также весь цикл от начала до конца я вам продемонстрирую. Что мне нужно будет делать в данном случае? Я скачиваю данное видео, то есть нажимаю на Copy Link, перехожу в инструмент, который называется Snap Insta. Есть много инструментов, которые позволяют скачать видео из Инстаграма. Далее я это видео скачиваю. Выбираю то видео, которое мне больше всего подходит, это будет первое видео. После завершения данного процесса мне нужно будет извлечь из этого видео аудио. Я могу это сделать, используя CapCut или другой видеоредактор, но я могу также воспользоваться быстренько сервисом, и перетаскивая сюда данное видео, я смогу быстренько отсюда извлечь аудио. Теперь у меня есть аудио данного видеоролика, но помимо этого у меня сейчас стоит задача просто взять чистый текст, то есть мне же нужен голос, который я буду клонировать, но помимо голоса в этом аудиофайле есть также различные музыкальные композиции, и чтобы это разделить, я буду использовать такой крутой инструмент, тоже основанный на искусственном интеллекте, который называется father.com. Все ссылки я оставлю у себя в телеграм-канале, они также здесь видны в браузере, вы можете просто скопировать, но для удобства также продублирую в телеграм-канале. Итак, здесь для того, чтобы извлечь вокал, нам нужно будет перейти в Create и нажать на Stimts. Далее мы сюда добавляем полученный аудиофайл, и после завершения всего процесса мы с вами получаем разделение всей композиции, которая была у нас в аудиофайле. То есть мы здесь нажимаем на Download, и у нас появляется возможность скачать либо вокал, либо басы, либо инструментал. Я скачаю и вокал, и инструментал, то есть мне нужен голос, а также для того, чтобы создать идентичное видео, я просто хочу повторить именно музыкальную композицию, которую использовал в данном видео. Далее я просто нажимаю на скачать, и все, самое основное я завершил, то есть у меня теперь есть голос, который я могу клонировать, и используя клонированный голос я могу озвучивать любой текст. Подставляя подобные видеоролики с свадеб, либо, допустим, там красивые видеоролики, где бывают влюбленные пары, и идей этому, я думаю, неограниченное количество. Итак, теперь мы с вами переходим в Text-to-Speech, здесь мы с вами переходим в Voice Lab, здесь мы с вами нажимаем на Instant Voice Cloning, и сюда мы должны перетащить наш аудиофайл. Давайте мы теперь перетащим аудиофайл, выбираем именно вокал, нажимаем «Открыть», даем название, пусть это у меня будет Иосиф. И, конечно же, я рекомендую добавить не один аудиофайл, вы можете добавить несколько и уже после этого клонировать голос. Но для быстрой демонстрации я вам продемонстрирую, как это сделать быстренько. Здесь нажимаем на «Добавить голос», и этот голос у нас здесь появляется. То есть теперь мы можем данный голос использовать. У меня есть клон этого голоса, то есть дядя Витя я назвал этот голос, идентичный голос и Иосиф. Просто здесь у меня уже проделаны определенные настройки, поэтому я вам продемонстрирую, как использовать и этот голос, и этот голос. То есть мы будем пользоваться именно этим голосом, но настройки я буду брать отсюда. Поэтому давайте мы с вами откроем две вкладки. В первой вкладке у нас будет использоваться то, что я уже заранее настроил, а здесь у нас будет использоваться, получается, Иосиф. То есть мы с вами тоже найдем Иосифа, откроем,
Это то, что мы с вами только что извлекли. И у нас также есть текст. Любой текст вы можете сгенерировать, используя искусственный интеллект, и, соответственно, этот текст озвучить. Я использовал ChatGPT для того, чтобы сгенерировать данный текст. Теперь давайте с вами перейдем к настройкам, потому что здесь есть определенные настройки для того, чтобы идентично повторить голос, который мы с вами скачали, то есть полностью склонировать. Здесь вот мы с вами переходим в Voice Settings, и у нас здесь есть определенные настройки. Как видите, по мануалу это будет отличаться. То есть, соответственно, у меня здесь стоит в Stability 60, поэтому я здесь тоже выставляю 60, именно 60 мне позволяет скопировать данный голос. Тут настройки зависят от тона голоса, от, соответственно, быстроты или медленности голоса, то есть от скорости. Здесь у нас в настройках идет 80, поэтому мы тоже ставим на 80. Здесь у нас ничего нету, то же самое мы с вами оставляем. Далее мы с вами используем текст, который хотим озвучить, и нажимаем на сгенерировать. С настройками вы поиграете самостоятельно, потому что под каждый голос нужно делать индивидуальные настройки, и когда вы получите идеальный результат, вы просто записываете имя голоса куда-нибудь в текст или в таблицу, и те настройки, которые вы делали, для того, чтобы в дальнейшем не забыть и использовать именно эти настройки для этого голоса. И также я рекомендую, допустим, брать такой вот маленький текст в размере 200-250 символов для того, чтобы у вас кредиты не расходовались. Итак, давайте мы с вами вместе послушаем теперь полученный результат. В ее глазах ты находишь магию, в улыбке тепло души, в объятиях безопасность. Она – твоя невероятная история любви, заполненная смехом и теплом. Не забывай ценить каждый момент с ней, ведь в ее присутствии твоя жизнь наполняется особенным смыслом. И теперь давайте мы с вами сгенерируем вот этими вот настройками, то есть именно получается то, что я ранее самостоятельно генерировал. И давайте теперь мы с вами послушаем данную озвучку. В ее глазах ты находишь магию, в улыбке тепло души, в объятиях безопасность. Она – твоя невероятная история любви, заполненная смехом и теплом. Не забывай ценить каждый момент с ней, ведь в ее присутствии твоя жизнь наполняется особенным смыслом. Как мы видим, данный голос, который я сгенерировал ранее, звучит более чище. Да, конечно, я здесь определенные настройки проделывал, соответственно, возможно, я скачал не вот это вот видео, а другое видео, то есть это тоже играет большую роль, потому что в одном видео может голос звучать по-другому, в другом по-другому, соответственно, это нужно будет тоже протестировать. И как мы видим, здесь у нас видео длится 18 секунд, а здесь у нас видео длится 20 секунд. Соответственно, я буду использовать именно данный голос, копирую, то есть скачиваю, и остается дело за монтажом, что можно сделать в любом редакторе. Это может быть CapCut, это можно делать также с телефоном в InShot и так далее. В CapCut все очень просто, когда у нас уже готовый проект, мы с вами нажимаем на импортировать. Импортировать мы с вами должны инструментал. Также мы с вами полученный голос с ElevenLabs тоже импортируем. И также мы с вами импортируем, получается, вот этот вот видеоролик, который будем также использовать как исходник. Далее нам нужно будет перетащить основное видео. Здесь мы с вами сразу же выбираем формат 9:16, то есть это формат вертикальных видеороликов. Также мы можем здесь растянуть, то есть вот так вот растягиваем. Также далее мы с вами переходим и разделяем имеющийся звук в данном видео. Этот звук мы удаляем. Теперь у нас есть сгенерированный нами текст от ElevenLabs и наш инструментал. Далее мы с вами можем немного увеличить громкость, то есть поставить, к примеру, допустим, 10, чтобы он более громко звучал, чем наш инструментал. И теперь мы с вами можем просто протестировать, что у нас получилось. В ее глазах ты находишь магию, в улыбке тепло души, в объятиях безопасность. Она – твоя невероятная история любви, заполненная смехом и теплом. Не забывай ценить каждый момент с ней, ведь в ее присутствии твоя жизнь наполняется особенным смыслом. Я думаю, мы с вами получили идеальный результат. То есть, создавая такие видеоролики в большом количестве, мы имеем большой потенциал получения новой целевой аудитории. То есть, если я за основу взял данную нишу, то я могу публиковать такой контент и в ТикТоке, и в Инстаграме, и в Ютубе, и также могу публиковать в Pinterest, потому что в Pinterest тоже будет целевая аудитория. Я могу трафик перенаправлять в Телеграм-канал, либо могу перенаправлять, к примеру, на какое-то агентство,
видео по свадьбам и что-то в этом роде. То есть придумать здесь, конечно же, чуть-чуть посложнее, чем, допустим, если бы я создавал какие-либо интересные истории и, соответственно, перенаправлял трафик в Telegram, было бы очень просто. То есть создаем определенный интерес у аудитории, делаем определенный триггер и перенаправляем просто в Telegram. Вот так вот это все делается совершенно легко. Вот в таком вот минимальном количестве я вам продемонстрировал весь функционал Eleven Labs, который помогает создавать вот такие вот крутые видео. Спасибо вам большое за внимание. Если вы желаете продолжения вот таких вот интересных видеороликов по созданию контента, по переливу трафика в Telegram, с Pinterest, допустим, или же с других социальных сетей, то в этом случае проявите активность под данным видео. И на основе вашей активности в комментариях я проведу конкурс в следующем видео, где разыграю доступ в мой Boosty блог, в котором вы можете получить информацию про Pinterest, про заработок на арбитраже трафика. У нас есть очень много ребят, которые уже стабильно зарабатывают на Pinterest, которые вывели себя на определенный уровень дохода. Вы можете также Pinterest использовать как источник трафика и зарабатывать на партнерских программах. Спасибо большое за ваше внимание. С вами был Ильнур. Вы были на канале Медиабайер. Мы с вами не прощаемся. До новых встреч.